Добрый день, дорогие пекари! Неоднократно вы мне задавали вопрос о моей густой ржаной закваске, как ее сделать, как ее вести. Сегодня я решила вам об этом рассказать. Если у вас есть в наличии жидкая ржаная закваска, вот здесь у меня закваска 100% влажности из холодильника, покрытая такой легкой пенкой, и сейчас мы будем ее превращать в густую. Вообще, чем лучше густая или хуже, и вообще чем она отличается? Густая ржаная закваска на единицу своей массы имеет больше микрофлоры, чем жидкая. Она стабильнее поднимает тесто, она лучше набирает кислотность, а это важно для ржаного хлеба. И, в общем, в работе она мне нравится больше. В итоге я оставила как рабочую для себя густую ржаную закваску, но эту я взяла у знакомых и решила вам показать, как жидкую превратить в густую. Беру прямо из холодильника эту ржаную закваску, 25 граммов, вот как раз столько мне и нужно. К ней добавляю 21 грамм воды, именно 21. Количество малое, поэтому точность здесь важна. И 54 грамма ржаной обдирной муки. Получившаяся закваска будет довольно густая, поэтому замешивать ее удобно руками. Замешиваем до однородного состояния. Смешали, вам будет казаться, что суховато, но постепенно при брожении закваска будет набирать кислотность, и она постепенно станет помягче и понежнее. Вот в таком виде. Ее нужно чем-то накрыть. Можно затянуть пленкой, либо просто поставить в полиэтиленовый пакет, подвернув края, и нужно создать теплую атмосферу. Либо сделать это в выключенной микроволновке, поставив туда стакан с кипятком, либо то же самое можно сделать в духовке, либо в духовке у меня режим разморозки держит 30 градусов. При температуре 28-32 мы оставляем эту закваску на 3 часа. Через 3 часа брожения закваски смотрим на нее. Смотрите, у нее потрескалась серединка. Это значит, что она внутри рыхлая. Она не такая рыхлая, вы не увидите больших пузырей, как у закваски 100% влажности. Нужно ее попробовать. Она пресноватая. Мне это не очень нравится. Закваска должна набирать кислотность. Чтобы она набрала нормативную кислотность для ржаной закваски, я покормлю ее сейчас цельнозерновой ржаной мукой. Беру 40 граммов этой закваски. Остаток вы можете использовать в квас, в любой хлеб, просто как добавку. Положу в холодильник, и потом, когда буду печь, буду использовать добавку. Добавляю 36 граммов ржаной цельнозерновой муки, 24 грамма воды и снова замешиваю колобок. Собрали закваску в колобок. Точно так же накрываем пленкой и снова ставим в теплое место на температуре 28-32 градуса на 3-4 часа. Спустя 4 часа возвращаемся к нашей закваске. Смотрите, если ее разломить, она внутри вот такая рыхлая, красивая, и нужно ее попробовать. Она имеет уже неплохую кислотность, гораздо выше, чем на втором этапе. Кислотность для ржаного хлеба очень важна. Закваска должна набирать кислотность. Если вдруг кислотность закваски будет недостаточной, мякиш ржаного хлеба рискует быть липким. Чтобы закваска приобрела свои свойства, набирала кислотность и хорошо затем поднимала тесто, необходимо повторить этот шаг еще желательно в течение 2-3 дней. То есть сейчас я покормлю, оставлю на ночь, завтра повторю еще 2 кормления, снова покормлю на ночь и на следующий день сделаю так же. Примерно через 3 дня ваша закваска будет готова. Пробуйте ее. После созревания она должна заметно пощипывать язык, то есть быть кислее, чем вам хотелось бы. Она будет приятная, но она будет как лимончик пощипывать язык и вызывать слюноотделение. Вот тогда она готова. Ну а на этом все, что я хотела вам рассказать. Дальнейшие шаги показывать не буду. Я думаю, и так все понятно. В описании дам схему. Давайте с вами продолжать печь. Испечем еще много всего интересного, в том числе на этой замечательной ржаной густой закваске.